Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить детскую шапку. Эта шапка внешне напоминает тюрбан. Шить такую шапку очень просто, и сейчас я покажу, как я это буду делать. Я уже показывала 4 варианта, как шить тюрбан, и на моем канале вы найдете целый плейлист с пошивом тюрбанов. Для пошива шапки я буду использовать трикотажную ткань. У меня две вот такие расцветки. У меня осталось два небольших кусочка, и из них я как раз мне хватит шить шапку. Так как шапку я буду шить двойную, поэтому мне необходимо вырезать две детали из одной расцветки и две детали из другой. Для того, чтобы сшить шапку, сначала нужно померять окружность головы ребенка. Я уже померила, у меня получается 50 сантиметров. Теперь, чтобы найти высоту шапки, я делю окружность. Делю на 3, я делю окружность головы на 3 и плюс 2 сантиметра. Также добавляю еще 1 сантиметр на припуск. У меня получается 20 сантиметров. Теперь складываю ткань вдвое и рисую прямоугольник. Ширина прямоугольника у меня составляет 25 сантиметров и высота 20 сантиметров. Я рисую прямоугольник и вырезаю. Теперь складываю два этих прямоугольника пополам и с краю срезаю угол. Вот такие две детали шапки у меня получились. И теперь точно такие же две детали я вырежу из другой расцветки. У меня уже готовы 4 детали шапки. 2 детали из одной расцветки и 2 детали из другой. Теперь я сначала сошью внутреннюю часть шапки и также отдельно внешнюю. Беру 2 детали из одной расцветки, скалываю по краю булавками и стачиваю на швейной машине. Точно так же 2 детали из другой расцветки также скалываю булавками. Буду стачивать на швейной машине. Также оставлю небольшое отверстие, чтобы потом вывернуть шапку на лицевую сторону. Теперь выворачиваю одну деталь шапки на лицо, другая на изнаночную сторону, вкладываю одну в другую и скалываю по срезу булавками. Также совмещаю шов и совмещаю отметку по середине шапки. Скалываю булавками и стачиваю на швейной машине. Также прежде чем шить трикотаж, я поменяла иглу на иглу для стрейчевых тканей. Теперь немного подрезаю припуск
И также делаю небольшие надсечки в местах закругления. Вот так я уже шила между собой внутреннюю и внешнюю деталь шапки. Теперь выворачиваю на лицевую сторону и зашиваю отверстие. Также из шапки не обязательно делать тюрбан, и можно оставить ее в таком виде и носить. Теперь для того, чтобы сделать шапку-тюрбан, для начала я сделаю бантик, вырезаю прямоугольник шириной 8 сантиметров и длиной 25 сантиметров. Складываю полоску лицевой стороной вовнутрь, также складываю пополам и срезаю угол. Вот так у меня получилось. Теперь стачиваю по краю, также оставляю небольшое отверстие, чтобы вывернуть на лицевую сторону. Вот так я уже стачала, теперь выворачиваю на лицо и зашиваю оставшиеся отверстия. Теперь завязываю узелок, и вот такой у меня получается бантик. Теперь беру иголку с ниткой и посередине делаю несколько стежков и стягиваю ткань на иголку с ниткой. Также сразу пришиваю посередине бантик. Стянуть можно также немного больше. Я немного стянула вот так и пришила бантик. Вот такая у меня получилась шапка, напоминающая тюрбан. Шить такую шапку, как вы видите, легко и просто. Также ее можно носить как обычную шапку, либо сделать из нее вот такой тюрбан. Я думаю, что вам пригодится такая идея шапки тюрбана. Если вам понравилось видео, поддержите меня пальцем вверх. Буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будут вопросы, пишите. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.